Ребята, всем привет! Сегодня будем заниматься ремонтом блока управления от трактора John Deere. И этот блок, он у нас управляет передней навеской. Вот этот блок мне привез мой коллега и товарищ Василий Гордеев. Вот я вам уже несколько раз рекомендовал его канал. Вот, ссылки по диагностике самого трактора непосредственно, да, как они вышли там на эту неисправность. У него на канале, там я в первом закрепленном комментарии оставлю, можете посмотреть, потом ознакомиться. Вот, а наша задача, в принципе, тут все работает. Единственное, у него не хватает тут нескольких ножек. Сгнил в разъем, попала вода. Я вот сейчас вижу навскидку 3 ножек не хватает. То есть я вам потом покрупнее, крупным планом сниму, покажу. Вот, ну так, наверное, не увидите. Вот, блок вот такой, как обычный консервер, выглядит Siemens Continental. Но, соответственно, только 2 разъема с пинами, один просто заглушка. Вот. Сегодня будем, короче, снимать разъем и заменять пины. Вот, ладно, ребят, погнали. Будет интересно. Так, ребята, вот такая у нас вставочка. Смотрите. Вот, у нас не хватает несколько пинов. Блин, я не знаю, как вам это заснять. Блок так не стоит. Ну, короче, вот, я думаю, вам видно. Второй рядок сверху. Вот 5-го пина нет, 3 есть пина, потом еще 2 пинов не хватает. От гнили, то есть в разъеме видно следы влаги. Сгнил он потому, что блок стоит в днище трактора, там на видео у Василия можете посмотреть. Вот, короче, приступаем. В блоке у нас жидкость, но она какая-то непонятная, то ли вода, то ли масло какое-то вперемешку. Вот особенно в углу тут. Сейчас будем поднимать плату и смотреть, что под ней. Извлекли плату из корпуса. Вот следы коррозии вон там видны. Но в целом повреждений особо нету. Таких именно от воды. Сейчас мы ее закинем в ультразвук, пусть помоется. А потом будем думать, что с ней делать дальше. Так, ребят, все. Блок отмыли от всяких загрязнений. От масла, от остатков воды. Вот, надо еще будет, конечно, проинспектировать отверстия переходные, но вроде бы как они были закрыты, вроде не повредились. Вот так выглядит этот блок управления навеской. Спереди вот на тракторе, короче, всякое оборудование. Вот, процессор у него, сейчас скажу какой. Infineon SAC XC2287. Вот такой вот процессор. Ну, короче, наша задача. Нам надо сейчас очистить все отверстия. Этим сейчас и займемся. Нам нужно, то есть, отпаять разъем. Сейчас прогреется у нас паяльник. Все, нагрелся, да? Ну, соответственно, приступаем. Вот сейчас флюс не наношу, как руководство предписывает. Все отлично откачивает. Так, ребят, все. Распаяли разъем от основной платы. Плату вроде посмотрел, все вроде нормально. То есть будем теперь сейчас заниматься разборкой разъема и извлечением
нерабочих пинов. То есть, в принципе, тут разобрать-то, ну, мы берем также, вот уже я делал на Тойоте. Вот. Надо просто сейчас тут подзачистить эти остатки вот припоя, чтобы ничего не мешало извлечению сепаратора. Ну вот, наверное, даже практически и все. Сейчас еще возьмем, вот так пройдемся оплеточкой. Так, давайте вот так вот. Откусим, пропитаем оплетку дополнительно флюсом. И так. В принципе, наверное, вот эти вот еще пару выводов впитаем. Ну и все, остальное у нас все чистенько. Остальное у нас все чистенько. Так, и теперь занимаемся разборкой сепаратора. У нас вот так вот нажимаем. И так вот отжимаем. Вот эти вот выводы, которые плохо выходят, их, в принципе, чуть-чуть подогреваем, они туда проваливаются. Так. Вот этот. И вот эти вот. В этом деле, короче, главное не торопиться, чтобы ничего не помять, тут не погнуть. Вот. Этот разъем у нас хороший, мы его не трогаем. И берем где наши пассатижики с носиками. У нас получается второй ряд, пятый пин. Второй ряд, пятый пин. Мы живой пинчик вытаскиваем, чтобы он нам не мешался. Тоже поврежден влагой. И наш поврежденный, вот отгнивший короткий, то есть он один вот под одним, да, стоит. Вот насколько короче, то есть он под корень там отгнил. Верх не оставляем, его просто почистить чуть-чуть. И то же самое делаем с этого края, два пина. Два оставляем.
верхние вот пины. А может их тоже потом заменим. Они такие немного подкисленные. А под ними вот два нижних это наши обломыши. Ну вот не наши 3 обломных пина. Сейчас потом надергаем с донорского разъема. Запинуем и назад соберем. Разъем будет восстановлен. Раз уж пока мы разобрали, надо бонусом. Вот еще силовой пин один. Уже на подходе. Мы его лучше тоже поменяем. Да. Уже он почти отломился. Сейчас вытащу. Это у нас второй вот этот вот. Вот смотрите. Он уже, вот видите, он съел его это коррозией. Его тоже по-хорошему надо заменить, потому что если его не поменять, он потом может отвалиться в самый неподходящий момент. Вот даже в ультразвуке грязи очень много в разъемах не вымыло. То есть вот в таком месте находится блок. У Василия там можете это все увидеть. Ну, остальные вроде нормальные пины. Влага на них особо не повлияла. У нас получается 4 пина. Один силовой и 3 этих. А эти вот... Сейчас я их зачищу. Смотрим. Ну да, они целые, они просто немного окислились. И все. А так контачить нормально будут. Это я их просто скотч брайтом почищу. Ну да, эти вот 3 пина, они просто чуть-чуть потемнели, но они не корродировали, не погнили. Мы их немножко сейчас просто окисло снимем. Ну вот, и сейчас будем искать донорский разъем. С него надергаем пинов и будем. Так, ребята, вот смотрите. Это вот родные пины, которые верхние рядки я почистил. Они нормальные. Потом у нас вот родной пин полностью совпадает. Единственное, смотрите, он же отгнил вот эту часть, да? То есть мы его откладываем. И, соответственно, смотрите, вот эти вот пины, вот по этой длине, но они, соответственно, видите, вот эта часть, которая через разъем проходит, они, ну, вот, короче, вот 3 пина, это вот 4 пина, которым хана в этом разъеме. Соответственно, мы их сейчас заменим вот на эти. Так, ребят, вот наш блок. Все у нас тут. Давайте он до конца. Остатки тут какие-то зеленушки есть. Все почистим. Все. И смотрите, то есть мы берем наши пины, вставляем его. Вот так плотненько он вошел. И теперь его надо туда дожать. Можно даже не вот так дожать, а можно с этой стороны берем и как бы втягиваем. Он вошел побольше, чем надо, но мы его тут можем вот так подрегулировать. Он там этим штырьком очень плотно упирается. Ну и, соответственно, потом, когда запаяется, тоже будет держаться очень крепко. Вот. И вот тут вот два
вот этих. Раз. Два. Вот, два пина вставили. Пины тут точно такие же, как вот на Peugeot Boxer Вестон DCU 102, Форды Вестоны. Вставили, да? Теперь подровняем вот этот вот пин, который идет силовой. И тоже его вставляем. Вставили и также его сюда затягиваем. Вот, он уже стал как надо. Все. И на место ставим вот эти пины, которые были родные. Вот так их вставляем. Чик-чик-чик. Все вставили. И надо их сюда затянуть. Затягиваем. Вот, собственно, так вот тут еще чуть-чуть посильнее. О, отлично. Вот так вот все у нас получилось. Я сейчас еще с телефона подсниму крупным планом. То есть у нас верхний вот этот рядок, который вы видите, сплошняком второй. Все отлично. Сейчас, не знаю, как вам показать. Ну, короче, ряд пинов восстановлен. Сейчас я еще. Все, ребята, вот. Все рядки, все пины восстановлены. Вот так это все выглядит. Ну, сейчас все подровняем, сепаратор выровняет эти все ножки. Вот. И настала очередь теперь наш разъем собрать. Чтобы нам его собрать, нам надо вот так вот. Нет, вот так. Все, да, вот защелочки. Нам надо теперь все это дело выровнять, чтобы можно было все это дело теперь собирать. Так, подровняли. Чтобы более-менее все эти выводы примерно одинаковые были. Идеально-то вы все равно их не подровняете. Сепаратор для этого и нужен, чтобы выровнять все это дело. Но максимально ровно сделать надо сразу. И вот так аккуратно покачиваем. Потому что там в сепараторе они такие ямки, ну, полукруглые. Вот так он все это потихоньку заходит. Вот так покачиваем. Сил никакой тут не надо применять, надо все наоборот очень аккуратно вставлять, чтобы ничего тут случайно не погнулось, не замкнулось. Вот у нас один вывод. Что-то фиговато, да, идет. Мы вот так помогли чуть-чуть. Раз, два. И вроде как и нормально.
Зашло. Все, у нас теперь получается сепаратор сел на место. И все выводы теперь делаем одинаково, ровно. Все, вот подогнули, подровняли. Какая-то параша. Короче, задача наша вот сделать вот так ровненькими рядками, чтобы это все стояло, опять готово было к установке. Смотрим, у нас тут еще надо все подровнять, почистить. И сейчас будем устанавливать разъем на место. Устанавливаем все это дело. Вот так покачиваем. Надо только обязательно убедиться, что у нас вот 5-й рядок. Вон один пин не вошел. Надо ему чуть-чуть помочь. Потому что пока он не войдет, 5-й пин, 2-й рядок. И дать нам удачи. Обязательно вот смотрим. Еще вот вижу один. Это у нас 3-й ряд. 3-й ряд. 3-й пин. Вот, все, вышел. Бывает просто остатки припоя в этих в канальцах. Вот так все протыкали. Смотрит, что все штырьки вышли. И теперь можно уже, грубо говоря, 4 контрольных точки обпаять. Опять смотрим, что никакие сильно не выпирают. Разъем все ровно. Тогда уже можно пропаивать уже тогда разъем. Так. Потом вот это мы сейчас припаяем. А вот это у нас что-то он тут немного подзавален, да? Мы его сейчас чуть-чуть подровняем. Вот, ровно сделали. И впаиваем.
Паяль. Так, берем наш припой. И пропаиваем наши все выводы. Берем так рядок и идем потихоньку. Так, ребят, все. Запаяли разъем. Все крепко держится. Все плотничком. Теперь обязательно помыть за собой всю эту канитель, остатки флюса от припоя. Все, ребят, запаяли. Грубо говоря, пины. Все пины в разъеме присутствуют. Вот, сейчас запакуем блок и ремонт, можно считать, выполнен. Так, ребят, вот такой у нас получился ремонт блок управления от трактора John Deere. Блок управления передней навеской. Вот, восстановили все пины. Вот, полное видео по диагностике этого трактора на канале Василий. Может ознакомиться, я оставлю ссылку в закрепленном комментарии. Ну и потом, то есть они, как бы, товарищи сельхозники, они неторопливые. Я ему блок отдам, как поставить. Я думаю, потом еще выйдет на канале, на его там, ну, продолжение еще можно будет посмотреть, как там заработает, что не заработает. Вот, ну так как бы вроде внутри все ничего сгоревшего нету, только пины погнили. Вот, Василий там все это восстановил уже. Соответственно, сейчас просто дело за малым, грубо говоря, его надо будет установить на этот трактор и проверить работоспособность. Вот, ладно, ребят, надеюсь, контент был полезен. Вот такая вот фигня бывает интересная. Вот, посмотрите обязательно, ознакомьтесь на канале у него. Хоть посмотрите, где он стоит, этот блок. Вообще, вот, конечно, инженера John Deere отмочили. Ну вот, ну, сами понимаете, на тракторе, блин, поставить под днищем мотор, там такая защитка, то есть какая-нибудь лужа, грязь. И это все вот прям плавает буквально в воде. Так что вот так вот, имейте в виду, если вдруг кому понадобится. Ладно, ребят, все, всем мир, всем добра, всем пока.